Следующая тема потоки капсулы. Ну, собственно, что энергия — это жизнь, это дороже, чем деньги. И, конечно, желательно, чтобы у нас здесь не было ненужных ограничений, а было достаточно поддержки свыше и обеспечения энергией. Капсула «Дух» обеспечивает связь человека с тонким миром, с высшими силами. Ключевые вопросы, которые на это влияют, мы с вами пройдем, как обычно, на силовых тренингах. Первый блок вопросов: когда тебе высшие силы помогают, когда ты их ругаешь, проклинаешь. Да, вот, с точностью да наоборот, когда у тебя выстроено позитивное отношение. Поэтому первый блок вопросов — отношение к высшим силам и к той системе, которая тебя к высшим силам ведет. В данном случае это наша система, христианство — это христианский эгрегор и так далее. Да? Духовные законы, отношение к ним какое должно быть. У кого-то отношение к высшим силам, законам, ой-ой-ой, наказывают. Все это как бы глупости, человек наказывает сам себя. Обидел человека, получил врага и так далее. Да, духовные законы что говорят? Как достигать самых лучших результатов? Силы, счастья, совершенства, успеха, чтобы душа пела и все. Все хорошее, духовные законы говорят: будешь делать так — получишь конфету, будешь делать так — получишь горькую пилюлю. Человек светлый, он служитель, его задача, вот, процесс, за который он отвечает, чтобы он становился лучше, чтобы это приносило максимум блага и для коллектива, и для окружающего мира. И вот чем выше поднимается человек, чем выше его сфера ответственности, тем больше у него возможностей изменять что-то к лучшему в этом мире. Да? Ну, когда ты один, на кого ты влияешь? Хорошо, если на себя. Ты там руководитель фирмочки. Хорошо. Мэр города — еще лучше. Президент — супер. Но изменяй все к лучшему. Да? Тема 1.3. Капсула. Точка. Основные потоки. Капсула. Основные потоки. Первое, что нам необходимо понять, да, вот, потоки. Да, это каким образом человек подключен к энергии. Конечно, его сознание тоже набирает энергию, это мы отдельно рассмотрим. Каждая чакра там набирает свои первоэлементы, кванты, дальше это все объединяет, синтезирует, превращает в энергию. Но первое, да, вот на что мы можем влиять, да, и большое по объему, по влиянию на человека, это дух и капсула. Через них, да, человек получает примерно третью часть своей жизненной энергии. Да, вот, скажем, по данному рисунку, у каждого он есть. Да, дух — верхняя часть капсулы, здесь его место обозначено. Дух подключен напрямую прежде всего к тем силам, которые ведут его по пути развития. Если он становится на путь служения, значит и по пути служения. То есть фактически путь его духовного роста. Да? Или это эзотерика, наша система, или это какой-либо религиозный эгрегор, или любой другой духовный эгрегор, который говорит человеку. Ну, силы, там, понятно, люди на земле, которые обучают человеку, как стать духовным, что такое искусство жизни на земле, в конечном итоге, что такое духовные законы и как правильно. Да, и как привести себя в соответствии с этими законами, с этими духовными стандартами. Собственно, то, что касается капсулы и духа, это три основных типа подключения. Мы запишем, что это стандартный вариант. Стандартный вариант — вот вы просто живете, там, по жизни идете, и они в целом будут отрабатывать таким образом, как мы рассмотрим. Когда вы целенаправленно этими потоками управляете, то что-то может поменяться. Скажем, в медитации могут быть другие варианты. Но стандартный вариант, вы идете по жизни, у вас основных три типа подключений. Дух подключает тем силам, которые ведут человека по пути духовного совершенства. Капсула, то, что мы сегодня начнем рассматривать, боковые потоки под углом сверху, подключает к тем, прежде всего, целям, покровителям целей, к которым человек идет. А там, по самореализации, по взаимоотношениям, по всему остальному. Вот что насобирал человеку, для чего он живет. Да, вот, что ему нужно, что он делает, хорошо или плохо. Вот к этим силам он и подключен. Это капсула. Покровители помогают людям, если не поступают правильно.
Если они поступают неправильно, тогда у них возникают неприятности. То есть 3 типа покровительства. Основное, да, по развитию, да, второе там, по целям, третье по текущей задаче. Вот входишь в процесс, что ты получаешь. Примерно вот каждое из этих направлений по 10% жизненной энергии дает человеку. Стандартные подключения, в скобках жизнь. Первое — дух, в скобках центральный, широкий. В данном случае по рисунку. Центральный поток, да, входит через макушку, идет через двойника, входит через макушку, попадает внутрь человека, вдоль позвоночника, центр груди, фактически по всем чакрам, да, по осознанию. Это центральный поток, это внутрь души. Широкий поток — это на вас, на голову, на плечи, входит в человека, вокруг него создает энергию и входит в человека напрямую. Центральный, широкий, закрыли тире. 10% энергии. 10% энергии. Запятая. Основное покровительство. Основное покровительство. Второе. Под углом сверху. Вот эти стрелочки. Посмотрите, пожалуйста. От капсулы, да? На капсулу заходит энергия, и дальше она направляется в медитацию под углом сверху со всех сторон. Это вот эти потоки дают человеку жизненную силу. Под углом сверху тире 10% энергии, запятая, цели, их покровители, ценности. Цели, их покровители, ценности. И третье — окошки. Окошки. 10% энергии, запятая, текущие процессы. Надеюсь, вы не раз слышали, читали, кто достигает максимальных успехов, кто любит свое дело. Что значит любит свое дело? Но в том числе имеет высокое покровительство и поступает правильно, если он решил эту задачу и зажег в душе огонь. А если ты все делаешь правильно, то все эти потоки у тебя работают, у тебя в душе, там, в чакрах, в сердце, в духовном все хорошо. И ты ощущаешь прилив вот этой энергии. Когда? Когда ты прав. Второй блок вопросов, второй пункт — дух. Дух — это отдельное существо. Вот оно имеет определенный внешний вид, и у него вполне конкретное предназначение. В данном случае, да, связывать человека, да, подключать человека к высшим силам и к Богу. То есть капсула дает ту энергию, которая соответствует вашему уровню, вашим силам. Дух дает энергию на один уровень выше. Для чего? Он же отвечает за развитие. Да, вот следующая вершина. Да, вот эта энергия более высокая может раскрывать то, чего в тебе пока не хватает. Да, новые чувства, новые состояния, новые способности, новые таланты. Да, поэтому дух на единичку выше. Если человек от этой энергии отключен, то его способности к развитию, они сворачиваются. Почему? Ни цели нет, ни поддержки нет, ни энергии нет. Да? Дальше. По духу, то, что мы с вами говорили. Идеалы, в скобках суть. Вот каким образом высшие силы дают поддержку человеку. Первое из них — это идеалы. То есть любовь, добро, справедливость, сила, ненасилие. То, что мы говорим на каждом занятии в начале. Да, вот, за каждым идеалом следует очень большой блок законов, скажем, любови. А как этого достичь? Да, а как это проявляется в этой ситуации, в этой? Где нужно прощать, как прощать, нужно ли прощать, где не нужно прощать, как? Идеалы, да, это как бы суть. Дальше. Вера, в скобках, как? Да, вот, скажем, есть звезда, к которой ты идешь. Идеал — это звезда, к которой ты идешь. Вера. Вот как ты собираешься идти? Тебя должны нести на руках слабенького. Да? Или ты должен разжечь такой огонь, который никто погасить не в состоянии. Дальше. Чувство, в скобках, приз. Да? Причем это один из самых главных призов. Да? Это источник наслаждения. И вера — это сила и наслаждение. И чувство — это сила и наслаждение. И каждое конкретное чувство дает свой результат. Дружба — это одно, да, ты радуешься общению.
и ты с удовольствием приходишь на помощь, тогда к тебе с удовольствием приходят на помощь. Если ты эгоист, ты остаешься один и обиженный на весь мир. Развитие, служение и чистота души. Развитие, служение и чистота души. То есть это основные программы, да, вот когда боги помогают человеку. Да, ты ценишь идеалы, дорожишь верой. Чувство, приз. Дальше продолжаем. Развитие, служение, чистота души. Ты изменяешь себя к лучшему, ты действуешь во благо, да, и ты стремишься к чистоте. Молодец, тебе можно помогать. Поэтому, выбирая, да, путь развития, человек определяет в том числе, да, вот, будущее своей души, то ли на много воплощений, то ли там, на одно воплощение. Это как карма определяет, да, в соответствии с теми иными положениями. По духу в первом приближении все. Да? Третий пункт. Под углом сверху. Третий пункт. Под углом сверху. Покровительство по судьбе. Да, то есть мы определяем цели. И под наши цели мы получаем то или иное покровительство, то есть силы, которые за это отвечают. Дальше идут варианты по силам. Скажем, если ваши цели соответствуют вашим кармическим задачам, идеальный вариант. Твои цели, да, твои ценности, вот эти силы подключаются, дальше они человека, ну, скажем, ведут или усиливают, или наказывают, да, за то, что он что-то делает не так. Дальше. Идеал, то есть когда мы получаем самый лучший вариант по покровительству сил. Идеал, полнота целей. То есть у вас есть возможность дом, работа, быт, мизер, да, или все цели, да, развитие, там, спорт, творчество, взаимоотношения, путешествия, все остальное. Вот когда ваши цели полны, то вы получаете максимальное покровительство. Ну, понятно, когда ты позитивен, да, тебе максимальная поддержка. Да, если у тебя есть проблема, то те или иные и внутренние программы, и внешние кармические воздействия тебя немного наказывают. Пару слов про историю. Очень важная тема сегодня для меня, так как я понимаю, насколько важно покровительство и как важно, вот, чтобы все энергии были включены, работали, чтобы со всех сторон было максимальное покровительство и как важно цели в нашей жизни. То есть для меня это пока я на первой ступени. Я хочу научиться действительно вот правильно строить цели, чтобы идти по жизни максимально, как вот вы говорите, с максимально высокой скоростью. Спасибо. Ну что, я с вами прощаюсь.